Вот такой аппетитный строганов в 2 этапа с картофельным пюре и со свеклой я сегодня подаю нам на ужин. А если вы желаете узнать, как я это все сделал, оставайтесь на моем канале, и я вам все сегодня подробно покажу, пошагово и расскажу. Всем приветик, добро пожаловать на мой канал, добро пожаловать на мою кухню, время готовить. И на гарнир я решил сделать картофельное пюре, и к этому я решил сделать говяжий строганов в мультиварке. Я знаю, что многие на YouTube делают, то, что я смотрел на мультиварке, они делают, и в конце добавляют крахмал, чтобы это соус был густой. Я, честно говоря, не сторонник добавления крахмалов в соусы. Я предпочитаю это делать с мукою. И так что делать строганов буду в 2 этапа. А чтобы время не терять, пойдемте покажу, что и как я буду делать. Итак, в первую очередь у меня здесь уже картошка вычищенная, все в воде, она пускай стоит ближе к тому, как соус готовится будет, тогда мы включим газ. А сейчас займемся приготовлением говяжьего строганова. Все, что мне понадобится, у меня здесь на столе. Сейчас я включу, мне нужна будет горячая вода, и мы сделаем разведем 1 кубик говяжьего бульона в воде, это нам понадобится. Чтобы лучше растворялось, я измельчу вот так. Теперь я возьму 1 луковицу, и мы порежем меленько. Вода вскипела, разводим бульон. И пускай бульон у нас растворяется, а мы займемся говядиной. У меня кусочки говядины уже так пришло, так что это нам надо чуть-чуть обжарить. Здесь моя любимая сковородка. Сюда добавляю сливочное масло. Немножко. Вот так. Потому что нам еще масло понадобится попозже, когда мы будем делать сам соус. Включаем плитку. Сейчас это немножко растворится, и мы туда бросим туда нашу говядину. Нам надо только немножко обжарить говядину. Немножко совсем. Так, пошли бульки, значит, можно кидать мясо. Все сюда выкинули. Бумагу забираем. И сюда же сейчас кидаю наш лук тоже, чтобы немножко обжарить вместе с говядиной. Совсем чуть-чуть обжарим. Сейчас солить не будем и приправу добавлять не будем. Все это мы добавим, когда это пойдет в скороварку. Так, вот и все. Это достаточно. Выключаем газ. И теперь я приготовлю нашу скороварку. Итак, пользоваться я буду этой мультиваркой. В этой мультиварке можно жарить тоже, но я предпочитал пожарить на сковородке и перенести сюда. Потому что нам все равно эта сковородка понадобится. Так что теперь наша говядина идет все сюда. Все здесь теперь. Теперь начнем добавлять туда овощи. Из овощей я взял немножко грибов туда добавим. Грибы эти маленькие, так что на 4 части буду резать и кидать сразу же туда в мультиварку. Теперь все грибы идут туда в мультиварку. Вот так. Здесь у меня 1,5 морковки. Уже все вычищено, вымыто. Сейчас я порежу и отправим в мультиварку. И также сразу порежем 1 сельдерей я взял.
Здесь у меня 3 зубчика чеснока, сразу все порежем, чтобы нарезки все закончились у нас. Вот так. И теперь все это отправим в мультиварку. Так. Теперь я добавлю пару зерен душистого перца. Вот так. Пару зерен черного перца. Вот примерно так. Добавляем 3 маленьких лавровых листа. Так как у меня свежей зелени дома нету, так я добавлю сушеной петрушки. Вот чуть-чуть. Сушеного укропа. Я добавлю сюда теперь томатную пасту. Сюда теперь мы добавляем наш бульон, то, что мы сделали. Так, все, сейчас перемешаю. И поставим мультиварку на полчаса, скороварку на полчаса. Это будет основа нашего соуса. Так. Закрываем, включаем. И это должно быть полчаса. И теперь будем ждать, как это приготовится. Итак, говядина в скороварке у нас приготовилась. Это основа для нашего соуса. Теперь начнем соус готовить. Я взял нашу сковородку. Туда сейчас добавлю сливочное масло. Я добавляю на глаз. Включаю газ. И дадим немножко растопиться. Сейчас это растопится, и мы добавим сюда муку. Количество соуса, посмотрите по количеству муки. Я думаю, что мне 1,5 ложки муки достаточно будет. Так, все это перемешаем хорошо сейчас, чтобы это у нас комков не было. И постепенно мы сейчас добавим сюда чуть-чуть воду. Воду будем добавлять постепенно. Сейчас однородная масса будет, и, как вы видите, вода уходит, сразу добавляем еще воду. И постоянно помешиваем, чтобы у нас комков там не было от муки. Теперь сюда я добавлю, у меня немного сметаны здесь осталось. Эту пачку сейчас израсходуем. Это перемешаем, и там мы добавим нашу основу, то, что у нас в скороварке готовилось. Так, и теперь мы добавляем нашу основу. Как вы видите, она соединяется теперь все. Мы постоянно помешиваем на данном моменте, чтобы соус с основой подружились. Как вы помните, соль мы туда не добавляли, потому что мы добавили туда бульон. И образуется у нас такой бульон. Посмотрите, соус такой образовывается. И сейчас я вытащу лавровый лист. Как вы видите, образуется соус. И теперь я накрою, и пускай потихонечку это у нас покипит. Итак, наш строганов хорошо здесь прокипел. Посмотрите, как прекрасно. Теперь я выключаю газ, и пускай минут 5-10 постоит перед тем, как можно подавать на стол.
Я попробовал на вкусовые качества, достаточно соли и всего там. Теперь делать за картошкой. Итак, картошка у меня сварилась. Посмотрите, какая прелесть, я отсадила с воды. И сегодня я буду картофельное пюре делать впервые на горячем молоке. Всегда делаю на сливках, сегодня на горячем молоке добавим туда. Добавляю туда сливочное масло. Перец молотый. И немного соли. Соль по вкусу добавляем. Кому-то больше нравится соли, кому-то меньше. И теперь я буду толкать. Так, теперь я попробую на вкусовые качества. Да, еще соли или нет. Всего достаточно здесь. Всего достаточно. Соли достаточно. Вот так. И ужин у нас готовый. Картофельное пюре готовое. Строганов готов наш. И сейчас я еще порежу. У меня немножко вареная свекла есть в качестве салата. Итак, такой результат. Для салата я порезал немножко. У меня вареная свекла была. И строганов я сделал 2 этапа. И также впервые на горячем молоке я сделал картофельное пюре. Всегда я делаю на сливках. А сегодня я решил попробовать на горячем молоке. Итак, ужин сделан. Моя семья готовится садиться за стол теперь. Сегодня я вам показал, как делать строганов 2 этапа. У меня мультиварка, которую я приобрел не совсем давно, но много я ее не пользуюсь. И посмотрел, что люди делают мультиварки строганов. И мне заинтересовал рецепт. Но единственное, что мне не понравилось, что они в конце для сгущения соуса добавляли крахмал. А я предпочитаю все же делать на муке. Так что в мультиварке я сделал основу соуса. И потом уже я перенес на сковородку и показал, как я делал на сковородке с мукою. Это обалденно вкусно получилось. Соли мне практически добавлять не надо было, потому что если вы помните, мы добавили бульон говяжий туда, который уже соленый сам по себе. И сегодня я решил попробовать картофельное пюре на горячем молоке. Всегда делал на сливках, сегодня я решил на горячем молоке. Тоже обалденно вкусно получилось. А на этой аппетитной ноте хотел бы с вами прощаться. Мы садимся за ужин, а вам хочу пожелать самого наилучшего. Берегите себя, друг друга. Всем крепкого здоровья, всем мирного неба. Приятного аппетита и пока-пока.